Здравствуйте, друзья! Сегодня мое видео не только про Болгарию, а про то, как можно из Болгарии доехать до Турции, до Стамбула. Не на самолете, а на автобусе. Это мое первое путешествие в Стамбул. Я не любительница ездить далеко на автобусе. Но из Бургаса до Стамбула ехать все же не очень долго. Сама дорога занимает меньше 5 часов, и какое-то время придется стоять на границе. Тут уже нельзя прогнозировать, сколько времени на это уйдет. В летнее время машин, конечно, намного больше, и, соответственно, времени может уйти на прохождение границы очень много. Ну а сейчас машин не очень много. И к тому же это самый дешевый способ попасть в Стамбул из Бургаса. Цена билета тоже не постоянная круглый год. Сейчас я брала за 45 лев. А в прошлом году мои знакомые ездили тоже в Стамбул и брали билеты дороже 60 лев. В общем, цена может меняться. А в интернете обычно эти изменения не отображаются. И расписание тоже не совсем стабильно. Наш автобус поехал не по заявленному расписанию. Автобусов идет достаточно много. Я взяла билет на 12 часов дня. Это было самое удобное время для меня. Перед отправлением нужно опять подойти в кассу, чтобы уточнить, где и когда будет автобус. Все автобусы в Бургасе отходят от автовокзала «Юг», что рядом с ЖД вокзалом. Когда я подошла в кассу, где брала билет, мне сказали, что автобус задерживается на час или больше. Пока неизвестно. Через час автобуса еще не было, а через 2 часа нас посадили в автобус не той фирмы, что я взяла билет, а второй. У меня был билет на автобусы фирмы Нисикли, а посадили на фирму Метро. Я уж подумала, что так и буду ехать на этом автобусе. Но нет. Мы остановились на выезде из Бургаса у турецкого кафе, и здесь нас пересадили на автобус фирмы Нисикли. И, наконец, в 2 часа с небольшим, вместо 12, мы поехали. Но, кроме этого, все остальное в автобусе мне понравилось. В дороге нас поили и кормили. Вода вот в таких вот пластиковых баночках, кофе или чай по желанию, печенье. Все это бесплатно, то есть входит в стоимость билета. А вот туалета в автобусе нет. Но автобус останавливается в дороге на заправочных станциях и на самой границе. Есть тоже туалеты. Только в ту сторону мы ходили в туалет на болгарской границе бесплатно. А вот обратно на турецкой границе туалет платный. Стоит или 1 лев, или 7 турецких лир. До границы из Бургаса ехать примерно 1 час. Сам пограничный пост я снимать не стала, чтобы ко мне не стали придираться. Когда мы подъехали к границе, перед нами было еще 2 автобуса. Поэтому границу мы проходили около 2 часов. Мы все вышли из автобуса и пошли к окошку со своими документами. Нам пришлось еще и все вещи с собой брать из автобуса на проверку. Ну, в общем, ушло около 2 часов. И мы уже в Турции.
В автобусе есть интернет, то есть Wi-Fi, и розетки для зарядки телефонов и других устройств. В одном автобусе розетки находились прямо под сидениями, а в другом – между сидениями. В общем, все достаточно удобно. Поэтому ехать не скучно. Да и на Турцию интересно посмотреть. От границы до Стамбула ехать меньше 4 часов. Наш автобус останавливался за это время один раз на заправке. А дальше мы уже ехали без остановок. И вот мы въехали в Стамбул. Город, конечно, огромный и очень красивый. Он такой большой, что, чтобы его весь осмотреть, наверное, потребуется не 1 месяц. В городе проживает более 15 миллионов человек. Это один из самых населенных городов мира. Общее время в пути составило чуть больше 6 часов. И вот мы, наконец, на автовокзале Стамбула. Прямо рядом с автовокзалом есть метро, что очень удобно, потому что на такси я ехать не собиралась. Стоимость за такси была бы примерно такая же, как стоимость билета на автобус из Бургаса до Стамбула. А стоимость метро в Стамбуле примерно 1 евро, то есть 2 лева. Но вот как оплатить проезд в метро и как попасть в него, я вам расскажу в следующем видео. Должна сказать, что это не очень просто, что было для меня неожиданно. Да и в туалет в Стамбуле попасть тоже непросто. Обо всем этом и о том, где мы жили в Стамбуле, и про многое другое я расскажу вам в следующем видео. А я на сегодня прощаюсь с вами. Всего доброго. Всем пока. Gök güler ya arkasından, hani şimşekler çakar peşinden. İşte öyle bir şey, işte öyle bir şey.